ММО – массовая многопользовательская онлайн-игра. Я, как и вы, был влюблен в этот жанр. Готов был сидеть за компьютером по 12 плюс часов в сутки, лишь бы достать тот самый меч или всеми жаждущего редкого маунта. Но времена идут, и сейчас жанр MMORPG игр переживает не лучшие времена. Новые хорошие проекты этого жанра выходят редко, а когда выходят, подвергаются жестокому pay-to-win или утопают в сотнях багов и ошибок, чем только отталкивают игроков. А старые проекты, которые все затерли до дыр, уже не так привлекают. Хочется чего-то нового, чего-то неизведанного, куда еще не ступала нога ни одного геймера. Хочется нового ММО, в котором мы с друзьями соберемся и на старте ворвемся покорять новый неизведанный мир. Сегодня я вас обрадую, ведь где-то там среди громких анонсов ММО затерялась одна не менее амбициозная и впечатляющая игра. Имя ей Corepunk. Возможно, это та самая игра, в которую вы с друзьями захотите отдать сотни, а то и тысячи часов игры. Присаживайтесь поудобнее, друзья мои. В этом видео я расскажу вам все, что известно этой игре на данный момент, и ты сам решишь, стоит ли тебе уделять этой игре время, или же пройти мимо. Приятного просмотра. Corepunk был анонсирован в декабре 2019 года на выставке IGN. Тогда они выпустили трейлер игры, запустили сайт с форумом и открыли свой Discord-канал. Трейлер многим понравился, и Corepunk получил свою аудиторию. Но все равно игра не набрала особого ажиотажа, что к лучшему, на мой взгляд. Corepunk разрабатывает студия Artificial Core, чья штаб-квартира находится в Нидерландах, а главный офис разработки в Украине. Да, практически весь штат разработчиков состоит из украинцев, что явно говорит нам о том, что СНГ фанатов не оставят без внимания. Игру разрабатывают уже более 5 лет, а сейчас игра находится на этапе альфа-тестирования, и в ближайшее время разработчики собираются запустить закрытый бета-тест. В данный момент игра планируется выпускаться только на ПК-платформе. Corepunk разрабатывается на движке Unity, и не просто разрабатывается, они сотрудничают с Unity. Вместе они проводят детальные анализы проекта и получают много полезной информации о слабых местах производительности, что явно скажется на проекте в лучшую сторону. Также они сообщили о том, что ведут переговоры с Multiplay. Multiplay — это компания, которая специализируется на выделении игровых серверов. Причем я могу вам сказать, что это очень хорошая компания, и можно не беспокоиться о количестве и качестве игровых серверов. Разработчики уже сообщили, что они собираются расположить сервера в США, Европе и СНГ, а после заявили, что этот список будет расширяться. Давайте теперь поподробнее разберем, что из себя представляет Corepunk. Corepunk — это изометрическая MMORPG с огромным открытым миром и туманом войны. Да, с туманом войны, как в той же Доте или Лиге. На самом деле они много повзаимствовали с такого жанра, как MOBA. Взяли все самое лучшее, на мой взгляд. Поэтому я уверен, если вы любитель MOBA игр, вам придет по вкусу Corepunk. Так как туман войны будет повсюду, у вас будет ограниченная область обзора. Камера к персонажу привязана не будет. Не забывайте про огромный бесшовный открытый мир, в котором, по словам, можно будет заблудиться. А теперь представьте, огромный открытый мир, без всяких коридорных локаций. Вы сидите между деревьями в тумане войны и ждете, пока ваша цель подойдет поближе, чтобы неожиданно напасть и победить. Звучит круто, не так ли? Также в Corepunk еще добавили очень интересную механику прыжков. Лично я еще ни в одной изометрической игре не видел такой механики, но звучит впечатляюще. Это не просто механика для галочки. Конечно, вы не сможете задоджить прыжком летящий вас фаербол, но перепрыгнуть препятствие или подпрыгнуть и посмотреть, что находится на хайграунде, вы сможете. Это делает игровой процесс куда интереснее. Как и в любой другой ММО, при входе в игру вы начинаете с создания персонажа. В Corepunk будет много героев, среди которых вы сможете выбрать того, который придется вам по душе. По словам разработчиков, они собираются постоянно добавлять новых персонажей. На данный момент известно о 6 представленных героях. Их уже показали и рассказали про их специализации и их способности. Вы можете почитать о каждом герое поподробнее на их сайте. Там есть и орк с миниганом, и самурай, и паладин, в общем, все, что пожелаете. Как и в WoW, у каждого героя есть по 3 специализации. Каждая из них имеет свой уникальный и отличающийся от других стиль игры. Помимо специализаций, для всех героев существует 9 общих веток пассивных талантов, из которых можно выбрать 3, комбинируя их по своему предпочтению. Также в игре представлена интересная система артефактов. У каждого героя будет по 6 слотов под артефакты. Да, вы правильно поняли. Это артефакты как в MOBA играх, которые дополняют и улучшают вашего персонажа. Лично мне кажется, что это очень круто. Вы будете постоянно менять артефакты в зависимости от того, что делаете. Идете драться и вам нужен урон, берете артефакты на урон. Идете в данж и вам нужен дополнительный контроль, поменял артефакт на контроль. Артефакты очень сильно разнообразят геймплей и стратегии в битвах.
Давайте теперь перейдем к самому интересному. ПВЕ. Многие игроки сравнивают Core Punk с Albion. Как по мне, это совершенно разные игры, особенно в аспекте ПВЕ. По словам разработчиков, в игре планируются данжи, как для соло-прохождения, так и для групп до 4 человек. Да, максимальный размер группы 4 человека. Еще в игре будут случайно генерируемые данжи, рейды, в которых будут задействовано от 12 и до 20 человек. Мини-боссы, мировые боссы, странствующие боссы, в общем, все что угодно. А с учетом того, что разработчики говорили, что при создании данжей и рейдов они вдохновлялись World of Warcraft, можно быть уверенным, что данжи будут не менее интересны и хардкорные. И самое важное, по их словам, они делают большой упор на исследование их открытого проработанного мира, который вы будете изучать верхом на ездовых маунтах, или же передвигаясь на различном транспорте. Еще одна основная часть ПВЕ – это профессии. Core Punk планируются крафтовые, собирательские и социальные профессии. Если о крафтовых и собирательских все понятно, то вот социальное – это что-то новое. Они будут направлены на взаимодействие между игроками. Уже известно две таких профессии. Это шериф и наемный убийца. Вы уже, как и я, представляете, как берете контракт на голову какого-то парня и готовитесь к его ликвидации. Также они планируют ввести систему рейтинга для всех видов профессий, для всех. То есть вы прекрасно будете знать, кто на сервере лучший алхимик, а кто хладнокровный шериф. Сюжет и квесты. Куда ж без прописанного и захватывающего лора. По словам разработчиков, действие игры разворачивается в месте под названием Квалат. Это маленькая частица нашей огромной вселенной. Квалат однажды стал эпицентром катаклизма, изменившего все мироздание. Что произошло? Кто в этом виноват? Нашей задачей и будет в этом разобраться. В игре также присутствуют 4 отличающиеся между собой фракции. Они отличаются всем, как своим географическим расположением, так и целями и ценностями. Ваши персонажи изначально не будут привязаны к какой-то фракции, но по достижению максимального уровня вы сможете сами выбрать, к какой фракции вы хотите примкнуть и за чьими идеалами следовать. Что до квестов, по словам разработчиков, они говорят, что, как и мы, любят выбор, последствия, неожиданные повороты, разнообразие и юмор, в том числе и черный юмор. Они делают все, чтобы квесты стали увлекательными. По их словам, будет нелинейность квестов и множество концовок. Hello. Who are you? People call me Cheerful Rudy. I don't know why. What is this place? This is my bar. The best around. I mean, in these woods. ПВП. Без него никуда. Core Punk будет ПВП в открытом мире, что вместе с Туманом Войны предоставит игрокам новый игровой опыт. Но я бы не советовал вырезать всех подряд, потому что в игре устроена очень интересная система кармы. Система кармы работает так, что при убийстве другого игрока вам начисляются очки кармы. Их количество зависит от разницы уровней и экипировки между вами и побежденным игроком. По достижению определенного количества очков кармы вы получаете статус преступника. С этим статусом вы не сможете заходить в обычные населенные пункты и при смерти потеряете артефакт из основного слота. Если вы не преступник и вас убили, не переживайте, вы ничего не теряете. Также для любителей PvP они добавят арены 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3 и поля сражений с различными режимами по типу захват флага, контроля позиций и дезматча. Сколько же стоит этот шедевр и где его купить, спросите вы меня? Разработчики сообщают, что у них будет свой собственный лаунчер, а распространяться игра будет по модели оплаты Buy to Play. Да, вам достаточно будет купить игру один раз и вы сможете играть в нее сколько угодно. Цена на данный момент неизвестна, но известно, что в игре не будет никаких бустеров, облегчающих игру. За донат будет только внутриигровая косметика, что однозначно радует. Планы на игру получаются очень амбициозными, я думаю, вы и так это поняли. Я слежу за этим проектом уже почти 2 года, и поверьте мне на слово, разработчики не сидят без дела. Они хотят довести игру до идеального состояния. Из-за этого релиз переносился уже несколько раз, поэтому сказать вам точно, когда выйдет игра, я не смогу. Пока я монтировал это видео, вышли новости о очередном переносе. Что? Опять? Но разработчики сказали, что ближе к концу весны 2022 года они запустят закрытый бета-тест, на который смогут попасть 10 тысяч игроков. Чтобы попасть на ЗБТ, вам нужно оставить свою почту на их сайте, ссылка в описании. Но это не даст вам 100% гарантии, что вы попадете на ЗБТ, так как желающих очень много. Увеличить свой шанс на попадание в бета-тест вы можете при помощи постоянной активности в их соцсетях, дискорде, на форуме и так далее. Все нужные ссылки вы найдете в описании.
Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать о этом уникальном проекте. Если он вам понравился и вы хотите пообсуждать игру, можете присоединяться в Discord канал. Там собралась очень дружная СНГ комьюнити, которая всегда подскажет и ответит на интересующий вас вопрос. Если хотите еще больше информации о Корпанк, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокол, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом моменте я ухожу в закат.